Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для кардигана. Узор для кардигана — это основной узор, это столбики с накидом. Мы сначала с вами свяжем столбики с накидом, а потом будем вязать принт, нижнюю часть кардигана. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 4 петли. Нам для примера надо набрать 11 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так как этот кардиган связан столбиками с накидом, давайте свяжем один ряд столбиками для новичков. 3 воздушные петли, отпускаем ту петлю, которую держали, и в пятую заходим и провязываем столбик с накидом. И весь этот кардиган вяжется столбиками с накидом. А вот нижняя часть и планка, здесь вяжется уже другой узор. Мы сейчас... Это для новичков, да? Кто не понимает в схемах, мы провязали ряд столбиками с накидом в каждую петлю. Первый ряд связан. Это ряд столбиками с накидом. Начало второго ряда 3 воздушные петли. И следующий ряд будет столбики надо будет провязывать между столбиками, входить крючком и провязывать, входить между столбиками и провязывать столбик с накидом. Так как это кардиган, крупная вещь, то крючок здесь надо брать большой. Троечка, четверочка не подойдут. Надо брать побольше. Вот. Провязали мы 2 ряда столбиками с накидом. В конце ряда мы вяжем в первую петлю подъема, чтобы у нас был ровный край. Мы связали 2 ряда столбиками с накидом. Теперь мы вяжем нижнюю часть кардигана. Начало первого ряда 3 воздушные петли и 1 петля по рисунку. Переворачиваем работу. Пропускаем 2 петли согласно схемы. 1 столбик у нас получается. Заходим во второй столбик и вывязываем элемент. 3 столбика с накидом из одной точки. Пропускаем 2 петли, заходим в третью и вывязываем точно такой же элемент. 3 столбика с накидом из одной точки. Вот так получается. 1 воздушная. Пропускаем 2 петли, заходим в третью и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Получается такой вот. В конце ряда 1 воздушная и в первую петлю подъема столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд
по второй схеме. Узор, который будет находиться внизу. Принт. Теперь 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, заходим в первую арочку, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, заходим между элементами в арочку. У нас элементы это 3 столбика, 2 элемента, вот они, по 3 столбика с одним накидом. Заходим между ними и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Вот так. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку между элементами и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Вот так. 1 воздушная. Заходим в арочку, вывязываем 1 столбик, а второй столбик в первую петлю подъема. Мы с вами связали второй ряд принта. 3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, это начало 3-го ряда. Заходим, пропускаем этот столбик, заходим между элементами и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку, 3 столбика с накидом из одной точки. Вот так. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. 1 воздушная и в первую петлю подъема столбик с накидом. Мы с вами связали 3-й ряд принта. И все. Все просто. Ничего сложного. Получается, направление рисунка будет вот так. Это основное полотно, а это принт. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели будет находиться в конце видео. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет находиться под видео. А всем пока-пока.